Первая фишка, играя через реликвию кабанов, не забывайте убрать всех юнитов со скамьи на стол перед ее активацией, чтобы не потерять лишнее золото с продажи кабанов. Вторая фишка, имея винстрик или лустрик, можно узнать результат боя в самом начале раунда. Для этого откройте меню с доходом. Если золото за винстрик все еще отображается, значит вы победили. С лустриком работает аналогично. Третья фишка, манта на цемке дает тройную ману с пассивки союзникам. Кроме того, манта отлично работает с троллем. Его иллюзии тоже могут бросать топоры. Четвертая фишка. Мало кто знает, но Зевс — единственный герой в игре, который наносит процентный урон по шахматисту. Например, если у противника осталось 100 хп и ваш Т1 Зевс выжил, то он нанесет 8 урона по шахматисту только своим эффектом. Пятая фишка. Если у вас есть Т3 фигура, убрав ее на скамью во время роллов, вы можете найти дополнительные копии этой же фигуры. Такой прием особенно полезен при игре на инсиках. Шестая фишка. Если использовать перековку до начала второго раунда, с крипами она сбросится. Это позволяет со 100% вероятностью выбирать нужные предметы первого тира в каждой игре. Седьмая фишка. Если вы использовали реликвию Фрукт Сюй и не успели набить 8 фруктов для Аегиса за 10 раундов, не переживайте, Аегис может выпасть и позже. Главное — чередовать победы и поражения подряд. Я заметил эту особенность вчера. Активировал Фрукт Сюй на 11-м раунде, набил 5 фруктов, реликвия исчезла на 21-м раунде, но на 27-м мне все же выпал Аегис. Восьмая фишка. Эмпреска дважды использует активные предметы благодаря своей ульте. Например, арканы на Эмпреске дадут союзникам 60 маны вместо 30. Девятая фишка. Радик, молнии и другие предметы, наносящие урон в сочетании с синергией кунг-фу, могут активировать кулачки. Десятая фишка. Мало кто знает, но кабаны Скалхантера имеют разный тип урона. Т1 кабаны наносят физический урон, Т2 кабаны — магический, Т3 кабаны — чистый урон и имеют активный спелл в виде агро. 11-я фишка, играя с предметом Bloodstone, он же стакалка. Можно узнать результат файта, проверив количество стаков в начале боя. Если стаков стало меньше, чем было, значит вы проиграли или носитель предмета умер. Если больше или столько же, вы выиграли. 12-я фишка. Хекс отлично контрит бессмертие. Если убить фигуру с бессмертием под эффектом Хекса, оно не сработает. 13-я фишка. Абуз БХ на все золото. С 3 Т1 БХ можно набить 3 золота, выставляя их по очереди и не опая сразу. С Т2 БХ аналогично, только золота выйдет еще больше. Многие игроки набивают 2 золота с Т1 БХ и сразу опают его в Т2, теряя еще одно золото. 14-я фишка. Опая колдуна самоцвета, она же Мипа, в Т3, через реликвию Гнездо Маморы вы получите всего одну копию героя. Однако, если опать обычным способом, то вам выпадет вторая Т3 копия в подарок. 15-я фишка. Если снять винстрик под реликвией Коса Сколи, вы получите дополнительный опыт по формуле. Длина стрика умноженная на 2. 16-я фишка. Активируйте реликвии не сразу, а в нужный момент. Например, играя с реликвией Шлем Ариса, ее лучше активировать перед тем, как вы накопите золото и будете ролять фигуры. Таким образом, вы продлите длительность действия реликвии и получите больше профита. Аналогично работает и с другими реликвиями. 17-я фишка. Не давайте Чену Аганим, его способность не улучшается, потому что он воскрешает фигуру с такой же звездностью, как у него. 18-я фишка. Ставьте пант, хуманов или мехов на раундах с крипами, чтобы получить дополнительные ресурсы, но следите за силой стола, иначе можно проиграть. 19-я фишка. Если вы не купили фигуру, она не выпадет в следующем ролле, но может вернуться через один ролл. Эта механика работает с 5-го раунда. Хочу также выразить искреннюю благодарность Спартаку 89 и Шаварскому за поддержку канала. Спасибо, что смотрите. До новых встреч!